Всем привет, с вами Оля и канал Шитье Мое. Сегодня я хочу вам показать, как построить мужскую базовую выкройку. Эта база может быть универсальной. По ней путем моделирования можно шить различные вещи, используя любую ткань, в том числе и трикотаж. Для построения выкройки необходимо снять мерки. Мерки нужно снимать очень внимательно и по возможности максимально точно. Почему я делаю на этом акцент? Потому что сама, имея немалый швейный опыт, сделала ряд ошибок, снимая мерки с мужской фигуры. Есть отдельное видео, где я показываю, как снять мерки. При этом я не использую манекен. Мой муж любезно согласился мне с этим помочь. Кстати, там же я и рассказываю о том, на что обратить особое внимание при снятии мерок. Есть еще один очень важный момент. Кроме снятия совершенно точных мерок, я рекомендую в обязательном порядке построить манекен по этой базе и внести при необходимости нужные корректировки. Возможно, вы не согласитесь со мной в вопросе ширины или глубины проймы, возможно, не согласитесь с прибавками на свободу, ну или мало ли что еще вам не понравится. И вообще любое базовое построение требует проверки. Итак, какие же нам понадобятся мерки? Обратите внимание, у меня мерки все, которые нам понадобятся не только при построении полочки и спинки, но и при построении рукава. Однако же построение рукава будет в отдельном видео. Так я решила, потому что, чтобы не было наше видео слишком объемным, слишком тяжелым. Итак, я представляю свой пример, свои мерки, то есть мерки моего мужа. Обхват шеи 43 см, обхват груди 112 см, обхват талии 94 см, обхват бедер 102 см, обхват руки в самом широком ее месте 38 см, обхват в районе локтя 34 см, обхват запястья 18 см, высота бедер 15 см, глубина проймы 28 см, длина плеча, одного плеча от основания шеи до крайней точки плеча 18,5 см, длина руки до локтя 40 см, то есть это прям вот до косточки. Длина руки до запястья 68 см, длина спинки до талии 52 см, длина полочки до талии 49 см, длина изделия 68 см. И разница по косой у меня получается 6 см. Далее ширина спины 44, ширина груди 39. Итак, для начала нам необходимо начертить сетку. От верхнего края листа я откладываю примерно 5-10 сантиметров. Я откладываю 6 сантиметров. И провожу прямую линию. Верхняя линия у меня, верхний срез неровный, поэтому я ориентируюсь по боковой, по боковому срезу. Он у меня более такой ровненький. Так. И ширина бумаги у меня не очень большая, 61 сантиметр, поэтому я отступлю, примерно 1,5 сантиметра от края и провожу вертикальную линию. И вот здесь на пересечении вот этих двух линий я ставлю точку А. Вот эта линия у нас будет центром полочки. Центр полочки. Теперь, чтобы найти ширину сетки, нам необходимо обхват груди с прибавками разделить на 2. Для построения базовой выкройки обычно используются прибавки от 0 до 10 см. Я же возьму золотую середину 6 см. С такой прибавкой при необходимости легко будет уменьшить или увеличить прибавки на свободу в зависимости от модели. Итак, мой пример. Обхват груди 112 сантиметров, я прибавляю 6 сантиметров и делю на 2, получаю 59. Значит, от точки А по верхней линии я откладываю 59 сантиметров.
И провожу еще одну вертикальную линию. Это у меня будет центр спинки. Здесь пока это пересечение пока никак не называем. Вообще эту линию можно было от точки А сюда, ну, примерно до середины листа, да, нарисовать. Ну, я вот так уже прорисовала. Далее от точки А вниз откладываем длину полочки до талии. От точки А вниз. У меня это 49 сантиметров. Ставлю точку Т. Под прямым углом по отношению к центру полочки, вот так мне будет удобнее, я провожу горизонтальную линию до второй стороны, то есть до центра спины. Ставлю точку Т1. Это у нас будет линия талии. Так. Сразу от точки Т1 вверх откладываю длину спинки до талии. У меня это 52 сантиметра. Ставлю точку А1. Вот здесь уже мы эту точку обозначаем. Теперь от линии талии, то есть от точки Т вниз и от точки Т1 вниз, мы отмеряем высоту бедер. У меня это 15 сантиметров. Ставлю точку Б и Б1. Соединяю две эти точки прямой горизонтальной линией. И это у нас будет линия бедер. Ну, можно, конечно, не называть эти линии, то есть можно не подписывать, и так понятно, точка Т, точка Б. Ну и можно сразу определиться с линией низа. Ну, у меня здесь до края листа остается 4,5 сантиметров. Я просто вот так провожу по низу линию, в самый-самый-самый низ. И это у меня будет линия низа. И мы здесь поставим точку Н и точку Н1. Теперь нам необходимо найти линию груди. Для этого от точки А вниз я откладываю глубину проймы плюс 1,5 сантиметра. Эти 1,5 сантиметра я советую взять для любой фигуры. То есть эта точка может еще поменяться. Вы это поймете при примерке. Ставлю точку Г. И от точки Г под прямым углом, опять же, провожу горизонтальную линию до центра спины. Кстати, я ее не подписала. Центр спины. И это у нас будет Г1 точка. Теперь линию груди, у меня это 59 сантиметров, то есть полностью вот так ширину, я делю пополам и получаю 29,5 сантиметров. Ставлю точку, и эта точка будет точка С. Опять же под прямым углом, вот так вниз, я провожу линию. Ну, можно ее не прямой линией провести, а пунктиром. То есть она у нас вспомогательная будет линия. Главное, чтобы пунктирики наши проходили через точку, через линию талии и через линию бедер, чтобы удобно нам было здесь уже приталивать, то есть боковые линии, боковые срезы прорисовывать. Можно пересечение назвать точками С1, С2 и С3, ну, для удобства. Если не хотите, в принципе, это делать не обязательно. Теперь мы с вами переходим к горловине. Для ширины горловины обхват шеи делим на 6. Например, в моем случае обхват шеи 43 сантиметра. Я делю на 6, получаю 7 и 16. Далее по стандарту полагается к полученному результату прибавлять еще 1 сантиметр. Но я сделаю наоборот. Округлю эту цифру в меньшую сторону, до 7. От точки А по горизонтали я откладываю 7 сантиметров. Ставлю точку R.
Почему я не прибавила 1 сантиметр, а наоборот округлила в меньшую сторону? Потому что при первом построении я сделала, как полагается, по стандарту, но при примерке макета поняла, что не нужно прибавлять этот дополнительный сантиметр, потому что горловина на муже оказалась слишком широкой и слишком углубленной. Хотя горловина по базе должна лежать непосредственно у основания шеи. Должна уточнить во избежание лишних вопросов. Мерки я снимала максимально точно. Далее для глубины проймы к своим 7 сантиметрам я прибавляю 1 и от точки А откладываю вниз. Ставлю точку S. У меня здесь получается 8 сантиметров. Теперь мне нужно соединить эти две точки плавной, сильно вогнутой линией. Можно воспользоваться лекалом. Можно на глаз, если у вас глаз алмаз. Вот здесь нам необходим прямой угол, а здесь не обязательно делать прямой угол. Он может быть чуть-чуть вот так под наклоном в сторону центра. Теперь от точки А по горизонтали я откладываю половину ширины плеч. В моем случае ширина плеч 52 сантиметра, делю пополам, получаю 26. Значит, от точки А я откладываю 26, ставлю точку П. От точки П вниз, под прямым углом, я откладываю 3 сантиметра. Это для всех размеров. Ставлю точку P1. Теперь вспоминаем, что у нас получилось при расчете разницы по косой. У меня 6 сантиметров. Значит, от точки P1, вот так смотрите, по прямой, вот он прямой угол, по прямой от точки P1, вот так будет виднее, да? Вниз я откладываю, продолжаю вот так, я откладываю 6 сантиметров. Вот она моя точка. Ставлю точку P2. И через эту точку от точки R провожу прямую произвольную линию. Линию плеча. Пока произвольную. Теперь от точки R мне нужно отложить длину плеча. У меня это 18,5 сантиметров. Здесь я ставлю точку Е. Далее ширину груди делю пополам и прибавляю 1 сантиметр. Пробовала прибавить 2 сантиметра, пробовала 1,5 сантиметра, но мне не понравилась посадка, поэтому я решила прибавить всего 1 сантиметр к ширине груди. Потому что прибавка к ширине груди нужна в любом случае. Вам говорю эти примеры специально, чтобы вы понимали, что есть варианты. Вы можете для себя сами решить, какая прибавка для вас лучше. Вы можете прибавить 0,5 сантиметров, можете 2, 1,5, то есть это уже как при примерке вы решите, как сядет на вашего мужчину изделие, то есть макет. Итак, половину ширины груди с оптимальными прибавками я откладываю от точки Г по линии груди. У меня получается 20,5. Ставлю точку М. То же самое значение я откладываю от точки А по верхней линии. 20,5. Ставлю точку М1 и соединяю эти две точки. Теперь делю полученный отрезок, вот этот вот отрезок, у меня здесь 29,5 сантиметров, на 4. У меня получилось 7,37. Можно округлить до 7,5. Вот я от точки М вверх откладываю 7,5 сантиметров и ставлю букву Ж. Теперь плавной вогнутой линией мне нужно соединить точки Е и Ж. Можно воспользоваться лекалом. Обязательно следим за тем, чтобы вот здесь у нас получился прямой угол. Точка, то есть угол Е должен быть совершенно прямым. Вот так мы плавненько выводим вот сюда, к точке Ж. Теперь угол М делим вот так визуально пополам. И здесь у нас
Обычно, то есть по стандарту, отмеряют 2-2,5 сантиметра. Но эта цифра тоже индивидуальна. Ну, я, допустим, отмеряю 2,5. 2,5. Вот она моя точка. В зависимости от отрезка МС, угол М может быть от 1 до 3 сантиметров. В общем, вам нужно будет самостоятельно визуально определить это значение и откорректировать при примерке макета при необходимости. В моем случае, я уже сказала, 2,5 сантиметра я откладываю. И теперь через эту точку мне нужно соединить точки С и Ж плавной, красивой линией. То есть никаких острых углов. Опять же, вы можете воспользоваться линеечкой такой специальной. Пройма по переду у нас готова. На этом мы пока откладываем построение полочки и переходим к спинке. Нам необходимо провести параллельную вот этой линии, произвольную, вот так. Тут нам нужно будет горловину построить. Горловину, и еще нужна будет плечевая линия нужна будет, да, так, ну, достаточно так, прилично так. Ну, она произвольная, но у меня вот 33 сантиметра. Значит, теперь от точки А1 по горизонтали откладываем ширину горловины. Это будет то же значение, что и по полочке. Ставлю точку, и эта точка будет R1. Теперь смотрите, мы с вами делим вот эти 7 сантиметров, делим на 3. У меня получается 2 и 3 приблизительно. Значит, от точки А1 вниз я откладываю 2 и 3. Ставлю точку С1. И теперь нам нужно соединить точки R1 и S1 плавной, вот такой вогнутой линией. Но она не должна быть вот здесь вот прям максимально крутая, да, вот эта вот линия. Она должна быть очень-очень такой плавненькой. От точки А по горизонтали мы откладываем те же половину ширины спины, то есть ширины плеч, у меня это 26 сантиметров. Я ставлю точку О. От точки О вниз я откладываю значение P1, P2. То есть в моем случае это 6 сантиметров. От точки О вниз 6 сантиметров. Вот она моя точка. Я ставлю О1. Далее, от точки R1 через точку О1 я опять же провожу прямую, пока произвольную линию. И это у нас будет линия плеча, но пока не окончательная. От точки R1 я откладываю по линии плеча ровно половину ширины плеча. Ширина плеча у меня 18,5 сантиметров, значит половина 9,25. Вот я откладываю 9,25, ставлю точку, точка К. Далее от точки К по той же линии я отложу для себя, для своего мужа 3 сантиметра. Ставлю точку К2. Это раствор выточки. То есть К2 это будет раствор выточки. Почему здесь К2? Потому что К1 у нас будет, это длина выточки. Вот так под прямым углом по отношению к линии плеча я провожу вниз прямую линию. Вот так. От точки К вниз я откладываю 8 сантиметров. Здесь я ставлю точку К1. Длина выточки по стандарту может быть от 5 до 8 сантиметров. Я же отложила 8 сантиметров. Точную длину выточки вам никто не назовет. Вы сможете ее определить при примерке макета. Для начала можно отложить 6-7 сантиметров, то есть среднюю цифру. А далее уже при примерке вы поймете, уменьшить вам эту длину или увеличить. Далее определяемся с раствором плечевой выточки. Я уже, как вы видите, отложила 3 сантиметра, поставила точку К2. Но вы, так же как и длину, раствор плечевой выточки должны определить самостоятельно. Посмотрите внимательно на своего мужчину, желательно со стороны бока. Если есть сутулость, выточка будет больше. Если сутулости нет, выточка будет меньше. В среднем раствор плечевой выточки у мужчин 2-3 сантиметра. В некоторых случаях может быть 1, а может быть и 5. Итак, теперь я соединяю, то есть вы нашли раствор выточки, определились с длиной выточки и соединяем точки К2 и К1.
Соединяем. Теперь смотрите, моя выточка от точки К до точки К1 8 сантиметров. Теперь то же самое значение мы должны перенести от точки К1 вверх. То есть в любом случае здесь у нас точка К2 сместится. Ну, назовем ее точкой К3. Так. Но пока вернемся к точке К2. От точки К2 продолжаем вот так по плечевой линии. Я откладываю вторую половину ширины плеча, то есть 9,25. Здесь я ставлю точку О2. Вот она моя точка. Далее. Ширину спины с желаемыми прибавками, мы это определились уже при построении ширины полочки, да, ширины груди, мы делим пополам. Полученный результат откладываем от точки Г1 по линии груди. Так, у меня получается 23 сантиметра ровно. Я ставлю точку, и эта точка будет М2. Можно от точки А1 еще раз отмерить вот сюда, ну, для контроля, 23 сантиметра мои, поставить точку М3, либо от точки М2 под прямым углом вот так провести вверх линию. Я просто соединяю сейчас эти две точки прямой линией. Далее мы делим этот отрезок, полученный отрезок, у меня это 32 сантиметра, делим на 3. У меня получается 32 делим на 3, примерно 10,6. Ну, я возьму 10,5, округлю. И здесь я ставлю точку G1. Теперь отрезок CM2, у меня это 7 сантиметров, делим пополам, получаем 3,5. То, что у меня получается, то есть то, что у вас получилось, мы откладываем вот так по диагонали от угла М2. У меня получается 3,5, вот она моя точка. Значит, теперь мы соединяем линии, то есть соединяем точки С, точка 3,5, вот так, да, я соединяю. Дальше соединяем с точкой G1 и выводим к точке О2. Так, сейчас я прорисую ровной линией, то есть цельной линией. Конечно, это нужно делать все более аккуратно, чем у меня получается. Неудобно стоя рисовать. Теперь смотрите, очень внимательно. Я прикладываю линеечку. Вот эта сторона у меня должна идти по пройме. Вот она у меня начинается пройма. Вот. Эта сторона должна идти по пройме, а эту сторону мы упираем в точку К. И вот таким образом находим вот здесь прямой угол. И от точки от точки К3 до проймы мы проводим прямую линию. Смотрите. То есть, повторяю, линеечка уголочком я прикладываю вот этой стороной к точке К3. Я, может быть, оговорилась, простите. Вот эта сторона у нас начинается к линии проймы, то есть вот начало линии проймы. И здесь мы находим с вами прямой угол. То есть вот этот угол должен быть прямой. И это у нас будет вторая линия плеча. То есть первая линия плеча у нас вот она, первая часть до выточки. Вторая часть у нас уже будет вот она. То есть вот эти линии нам уже будут не нужны. Вот она, видите? До выточки и после выточки. Здесь я ставлю точку Е1, и пройма у нас будет начинаться от Е1, через Ж1, через точку 3,5, через С. Вот эта точка, здесь у меня 2, по-моему, с половиной, через точку Ж и до Е. Вот это у нас будет пройма. Все остальное это уже лишние линии. Необходимо еще раз проверить отрезок R1К, отрезок К3Е1 и сложить их вместе. Должно получиться точная линия плеча. Смотрите, у меня 9,25 отрезок R1К и 9,25 точно отрезок
К3Е1. Все, значит, у нас никаких корректировок нет. Если у вас какие-то здесь погрешности, то откорректируйте. Погрешность может быть из-за того, что вот эта линия у нас идет по косой, и вот эта линия у нас идет по косой. Может быть вот так, когда мы ее переносим, то есть вот здесь у нас вторая половина отрезка плеча, при перенесении ее сюда она может иметь какие-то погрешности. Итак, верхняя часть нашего лифа, нашей базы готова. Переходим к выточкам и приталиванию. Ну и для начала, конечно же, необходимо найти центр наших будущих выточек. Для выточки по спинке ширину спины мы делим пополам. У меня 23 сантиметра, значит, по линии талии я откладываю 11,5 сантиметров, ставлю точку. Здесь у меня будет проходить центр выточки талиевой по спинке. То есть, смотрите, можно, в принципе, для контроля отложить по линии груди 11,5 сантиметров и по линии бедер. Так, где 11,5 сантиметров. И провести центр выточки. Пока произвольно, да, она у нас вот так, я сейчас пунктиром прорисую, пока произвольно. Для полочки мы с вами ширину груди делим пополам и прибавляем 1 сантиметр. Ширина груди у меня 20,5 сантиметров, делю пополам, получаю 10,25, прибавляю 1 сантиметр. Ну, можно, в принципе, округлить. Ну, либо вот я сделаю 11 сантиметров у меня будет. Опять же, для контроля можно чуть ниже поставить точку 11 сантиметров и чуть выше для контроля. Провожу центральную линию выточки талиевой. Так, здесь она не должна быть слишком большой, как по спинке. Верхняя вершина выточки по спинке в зависимости от роста в среднем 22 сантиметра от линии талии вверх. Можно определиться таким образом. От линии груди вверх можно отложить 3-4 сантиметра. Ну, допустим, вот я возьму 3 сантиметра. Вот она моя точка. Значит, у меня получилось от линии талии вверх 23 сантиметра. Это вполне нормальная выточка при росте 182 сантиметра. Чтобы найти нижнюю вершину выточки, мы с вами расстояние между обхватом талии, то есть между линией талии и линией бедер, делим на 3. У меня это 15 сантиметров, значит, получаем 5. От линии бедер вверх по центральной линии выточки я откладываю 5 сантиметров, и это будет моя нижняя точка, нижняя вершина выточки. Все, вершины выточки нашли. Теперь, что касается вершины выточки по полочке. Верхнюю вершину выточки по полочке можно поднять на 12-15 сантиметров. Это по стандарту. Ну и я думаю, что это зависит все-таки от роста. Я отложу для своего мужа от линии талии вверх 14 сантиметров. Вот она моя вершина выточки по переду. Верхняя вершина. Нижнюю вершину выточки я расположу ровно посередине между линией талии и линией бедер. Так, середина это получается 7,5 сантиметров. Вот она, моя вершина. Теперь разницу между обхватом груди и обхватом талии делим ровно пополам, потому что у нас выкройка в половинном размере. Для фигуры без животика делим разницу на проценты следующим образом. 15% на среднюю выточку по спинке, 15% на выточку по полочке, 30% на выточку по спинке и 40% на приталивание. Для фигуры с животиком выточки по переду не нужны, поэтому я предлагаю эти 15% разделить на 3 части. То есть 5% мы добавляем на приталивание, 5% добавляем на выточку по спинке и 5% добавляем на выточку по центру спины. Таким образом, мы с вами сохраняем равномерное приталивание и сохраняем общие прибавки на свободу. Опять же говорю, если вам что-то не понравится, вы можете скорректировать эти линии, то есть раствор выточки или приталивание вы можете скорректировать после примерки макета.
Итак, мой пример. Обхват груди 112 сантиметров, обхват талии 94 сантиметра. Разница составляет 18 сантиметров. 18 сантиметров я делю на 2, потому что, повторяюсь, у нас в половинном размере наша выкройка. И уже эти сантиметры я делю, то есть эти 9 сантиметров я делю на проценты. Ну, во-первых, 40% от 9 у меня получается 3,6. Я делю пополам и откладываю от центра в одну и в другую сторону. Значит, у меня получается по 1,8 от точки С1 я откладываю сюда в одну сторону и в другую сторону. Можно поставить точки Т2 и Т3. Сразу можно соединить эти точки с точкой С вверх, вот так вот. Соединяем прямой линией. Далее обхват бедер с прибавками делим на 4. У меня получается 27 сантиметров. То есть от центра спины по линии бедер я откладываю 27 сантиметров по спинке. И от центра полочки по линии бедер я откладываю вот так 27 сантиметров по полочке. Теперь соединяю точки Т2. Здесь мы напишем с вами В2 и В3. Так, для удобства соединяю точки Т2 и В2. Соединяю точки Т3 и В3. И вот так под прямым углом вниз я продляю до линии низа. То есть саму линию низа никак не определяем, она у нас будет равна отрезку B2, B1 и отрезку B, B3. То есть вот эти линии у нас проходят прямо. Ну, здесь можно тоже определиться N3 и N2, да? Все, по низу закончили. Возвращаемся к нашим выточкам. У моего мужа животика нет, поэтому выточку по переду я строю, а вы уже смотрите, если вам не нужна выточка по переду, то и не нужна. Если, кстати, животик у вашего мужа достаточно большой, то есть, ну, прям вот выпирающий, тогда я советую вот здесь по низу добавить еще 2-3 сантиметра на длину по полочке. Вот, к сожалению, здесь у меня бумаги уже нет. Я вот так сейчас приложу вот эту ленточку, чтобы просто показать вам, да? Вот так продляем линию центра полочки ниже. Видно, да? Здесь откладываем примерно 2-3 сантиметра. И вот так плавно соединяем вот с этой точкой. С точкой N3. То есть мы добавляем для животика, добавляем место. Я думаю, что здесь понятно. Итак, возвращаемся к нашим выточкам. 15% нам необходимо отложить от точки Т1 по горизонтали, по линии талии. Значит, 15% от 9 сантиметров получается 1,3. Значит, от центра спины по линии талии я откладываю примерно 1,3. Так, ставлю точку. И эту точку я соединяю с точкой B1. Ничего здесь не высчитываю, не мудрю. И с точкой G1. Тоже ничего не высчитываю, ничего не мудрю. Выточка по спинке, то есть приталивание центральной линии, закончили. Следующие 15% у нас идут на переднюю выточку. Но так как у нас выточка имеет две стороны, значит 15% это 1,35, мы с вами делим пополам, получаем 0,67. Ну, приблизительно, да, от центра 0,67 в одну сторону, я уже так на глаз, и в другую сторону откладываем и соединяем с вершинами наши меточки. То есть мы прорисовываем выточку по переду. Так. Остается 30% на выточку по спинке. 30% от 9 сантиметров это 2,7. Также делим пополам, потому что у нас две стороны выточки. Получаем 1,3. Мы откладываем в одну сторону. И 1,3 в другую сторону.
от центра выточки. И эти метки мы с вами соединяем с вершинами, с верхней вершиной и с нижней вершиной выточки. Итак, базовая основа полочки и спинки готова. Получилось достаточно объемное видео. Построение рукава тоже будет не быстрым, потому что я хочу показать несколько вариантов рукавчиков. Рукав короткий, рукав классический, зауженный, прямой, с выточкой. Поэтому видео по построению рукава я запишу дополнительно. Надеюсь, что вам было все понятно. Если возникнут вопросы, обязательно пишите, разберем. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч!